Эзотерика — это все знания, накопленные абсолютно в разных сферах. В основном это духовные знания, которые нельзя объяснить с точки зрения современной науки. То есть современная наука признает это лженаукой, ненаучной. Ну, вы знаете, что в свое время генетика была тоже лженаукой, а психосоматика тоже считается лженаукой. Тем не менее, исследования в области квантовой физики показывают, что многие вещи, которые относятся к области эзотерики, уже можно объяснить с научной точки зрения. Но, так сказать, в современной науке они до сих пор не признаются. Очень много каналов, которые именно говорят о таких необъяснимых явлениях природы, человека, Вселенной, такие, например, как клиническая смерть, переход души, реинкарнация в разных учениях, а также описание людей, которые пережили клиническую смерть, другие каналы о просветленных учителях, и все сводится к тому, что это то, что мы не можем осязать, обонять, видеть, слышать нашими органами чувств. То есть человеку дан очень узкий диапазон чувствования. И, к сожалению, то, что находится за пределами этого диапазона чувствования, наш мозг не способен обработать, а наука не способна объяснить. Теперь вы можете себе представить, что если вы обладаете сверхсознанием, сверхзнаниями, сверхчувствованием, какой-то интуицией, или испытали какой-то необыкновенный опыт, когда вам открылось что-то такое за пределами 3D-реальности, которая объясняется современной наукой, то вам могут не поверить, в ваших знаниях могут усомниться. И, естественно, такие люди часто не говорят об этом. Так вот, эти люди, в частности, которые испытали клиническую смерть, они часто не говорят о том, что они видели. То есть, как их душа переместилась в мир душ, как они там разговаривали с божественными существами высшего порядка, что они там испытывали. И самое главное, что наш язык, который опять-таки создан или эволюционировал как язык нашего тела, которое специально было создано для этого 3D-мира, божественное тело, оно специально создавалось так, чтобы существовать в этом 3D-мире и функционировать в нем. И поэтому язык, который у нас есть в обиходе, он даже не может передать то, что человек чувствует в другом измерении. И поэтому очень часто эти люди говорят: я не могу передать, что я там чувствовал, что я там видел, что я там пережил. И когда они это пытаются изложить на наш язык, то получается немножко как-то примитивно, как-то что-то из сказок, да, как вот говорят, пришел там какой-то, я увидел какого-то седоволосого старца, да, и он мне сказал, и я почувствовал то. Это как-то звучит слишком приземленно в нашем понимании. Но вот эти чувства, вибрации там совершенно другие. Поэтому, когда люди описывают то, что они видели, чувствовали в других измерениях,
то это как бы не совсем полное описание. Человек, который имеет расширенное сознание, он может это почувствовать, понять, ощутить. Он это пропускает через себя. Но человек, который никогда не испытывал этого, который живет вот в 3D-матрице, для него это будет полная чушь. Эзотерика, еще другое название для нее, метафизика, это действительно то, что современная наука не может объяснить. За пределами вот этой материальной 3D-науки, по-другому ее назвать нельзя. Потому что я сама занималась наукой, я сама ставила эксперименты, опыты, и там всегда нужна была документация. Нужно было что-то визуально подтвердить, визуально или графически, или с какими-то фотографиями, с какими-то значениями цифр, измерить и показать статистику какую-то. Понимаете, если это невозможно измерить, сфотографировать, как-то документировать материально с помощью каких-то документов, то это не научно. И я нашла такую интересную информацию, то в каком-то веке, думаю, что это был век просвещения, возможно, 18-19, когда наука впервые начала развиваться. То есть наука заявила о себе. До этого главенствовала церковь. Значит, церковь была единственной всесильной, всевластной, такой мощной силой. Речь идет о Европе, о Западе. Церковь властвовала над умами людей. И вот когда появились первые научные какие-то доказательства, знания, начала развиваться физика, естественные науки, появились первые доказательства, что все, что вокруг нас, это эфир, впервые, потом электромагнитное поле, это учение Фарадея, да, вот эти все знания стали появляться, и тут церковь забеспокоилась, потому что наука стала опровергать некоторые постулаты, догмы церкви. Да, ну, в частности, помните Галилео Галилей, Коперникус, которые говорили, что Земля не в центре находится, она вращается вокруг Солнца, что Земля не плоская, а круглая. Вот это все, то, что говорила церковь, стала опровергать ее. И поэтому церковь на конгрессе, который проходил в Триесте, в Италии. Вот на этом конгрессе произошел вот такой очень важный договор, что церковь отделила науку как отдельную область и оговаривалось, что наука будет заниматься только материальными исследованиями, только материей. Обратите внимание, только материальными исследованиями. А церковь, за церковью оставлялась духовная сфера. Теперь вы понимаете, что, естественно, наука, она ей не позволялось изучать духовную сферу. Это ей не позволялось. Поэтому методами науки были материальные какие-то инструменты доказательств, материальные именно исследования. Вот именно для 3D мира. Вот изучайте только материю. Так было договорено. За церковью осталась духовная сфера. Естественно, церковь что? Она проповедовала то, что ей было выгодно, да? То есть, что существует рай, ад, нет никакой реинкарнации. Теперь нам понятно, что наука, она не объясняет то, что относится к сфере духовной, она только оперирует материальным миром. Поэтому сейчас, даже если квантовая физика объясняет
почему происходят какие-то вещи, что-то с нами происходит, а другой человек может это чувствовать, например, да, или с ним что-то происходит, какое-нибудь квантовое исцеление, да. Тем не менее, наука сейчас молчит об этом. Так вот, многие ученые, это квантовые физики, например, или другие сферы, биологи также, и ученые, много сейчас ученых, которые молчат. То есть они увидели что-то сверхъестественное, необъяснимое вот этой современной наукой, и они молчат. Почему? Потому что они не хотят лишаться своих званий. Но тем не менее мы сейчас именно на такой вот грани, когда наука подошла вот прямо к объяснению духовного мира. И уже перешла эту грань. Она перешла во многих сферах эту грань. Тем не менее, средства массовой информации никогда об этом не скажут. Посмотрите, в области здравоохранения то же самое происходит. Поэтому то, что вы осознанны, то, что вы открыли свои глаза, души, то, что вы начинаете понимать смысл жизни, слышите свою душу и понимаете, что есть духовный мир, что он излучает на других вибрациях, поэтому мы его не видим, но это реально все. Это действительно так, что мы духовные существа. И наше тело создано по подобию всех божественных существ во всей Вселенной. Другие человекоподобные гуманоиды тоже очень похожи на нас. И есть такие, которые развиты намного выше нас, именно в духовной сфере, а также в технологиях. Они нам помогают. Мир намного шире. Расширяйте свое сознание. И для этого уже у вас есть такие механизмы, как квантовая психология, регрессия, психосоматика, эзотерика. То, что за пределами 3D мира. И мы частичка этого мира, этой Вселенной.